keeps ticking as the time flies by. So many times I've forgiven you. Волею судеб в октябре уходящего года я оказалась в стране улыбок и вечного лета Таиланде. Для меня, впервые летящей за границу, это был не просто путешествие, это был прыжок из обыденной оседлой жизни в абсолютную неизвестность. Но перезагрузка – это как раз то, что мне было нужно, и она удалась. Буквально шагнув за порог здания аэропорта, понимаешь, что попал в место, где всегда жарко и влажно. И каждый раз, выходя из любого помещения с кондиционером на улицу, погружаешься в эту теплую, приятную среду, которая сразу же окутывает тебя, как мягкая шаль. Бангкок был первым городом, в котором пришлось остановиться на ночлег перед предстоящим следующим полетом на остров Крадан. Your poison, you can follow me. You can run and hide, but you can never find a way. Like a crystal ball, I see everything. Got me on your mind, but mind your own, you never change. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. I've been through all the highs and lows, and lows, and I've seen it all from time ago, ago. Номер в отеле Sheraton Grand Sukhumvit Бангкок приятно удивил своими удобствами и прекрасным видом из окна. I've been through all the highs and lows.
Единственное, на что хватило времени, это на прогулку по близлежащим улицам и торговому центру Терминал 21, расположенному прямо напротив отеля. На следующее утро Боинг 737 мчал меня на юг Таиланда в местный аэропорт Транг. Когда я прилетела, на улице накрапывал дождь, и было приятно, что при выходе на трап каждому пассажиру предлагали яркие желтые зонты. Пересев на такси и наслаждаясь приятной музыкой 80-х, я доехала до последнего места пересадки. И вот, наконец-то, я попала в это райское место — остров Крадан. Впервые сойдя с лодки, я шла по белому песку, по колено в прозрачной бирюзовой воде, и не могла поверить, что все это происходит не с кем-нибудь, а со мной. Поневоле вспомнилась реклама Баунти. Рай — это самое подходящее слово для этого маленького, тихого, ласкового, светящегося от тайских улыбок острова. В голове пронеслась мысль: они постоянно живут в раю и даже не догадываются об этом.
А может быть, они потому и улыбаются, что знают о своем счастье. Остров длиной всего 3 километра находится в Андаманском море на самом юге Таиланда, недалеко от Малайзии. На острове всего несколько отелей, но Малик Радан, бунгало, в котором жила я, пожалуй, был наилучшим из них. Таким, какой мог бы присниться мне только в самом невероятном сне. Белый песок, удобные лежаки, качели, экзотические растения — это те несколько метров, которые отделяли бунгало от океана. Мне просто не верилось, что можно любоваться на океан вот так, прямо лежа на кровати. Из всей привычной инфраструктуры, магазины, банкоматы, поликлиники и прочее, на острове только несколько открытых уличных кафе, являющихся центром притяжения гостей, мест, куда можно обратиться по любому вопросу. Другие элементы инфраструктуры попросту на острове отсутствуют. Здесь всегда царит спокойствие и уют. Даже в кафе постоянно звучит умиротворяющая тайская музыка. А вечером после 6, в первый день пребывания на острове, я впервые увидела, что такое отлив. Водная гладь на протяжении сотни метров стала постепенно исчезать, обнажая остатки кораллов, ветки деревьев и прочее, скрытое во время прилива, придавая пейзажу совершенно другой фантастический вид. Но утром океан вновь ожил, он будто проснулся и зашелестел волнами, радуя всех вокруг и даруя повсюду жизнь. Не дожидаясь полного прилива, видя бирюзовую гладь, я каждое утро заходила в воду по щиколотке, ложилась на спину и плыла, едва шевеля ладонями, в сторону рифа. И в 50 метрах от берега подолгу просто лежала на воде, любуясь облаками. Вечерняя прогулка по острову давала возможность насладиться живописными видами и разнообразием растений потрясающей красоты. I know where you take me. I just walk where you're trailing, and love's in
Cause I'm a prisoner. I just want to leave my way and never back to you. Back to you. I just walk for your trailing. I just walk for your trailing love. I just walk for your trailing. I just walk back to you. I just walk for your trailing. I just walk for your trailing love. I just walk for your trailing. I just walk never back to you. Never back to you. We're spending
Плавание на каяках и на лодках – одно из приятных развлечений гостей острова. Плавание на каяке я решила разнообразить мини-фотосессией. Но настоящим открытием для меня стал подводный мир, о котором раньше я только читала или видела в фильмах Национального географического общества. Впервые я узнала о том, что плавание под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами называется снорклингом. Я заметила, что каждый день во время приливов несколько лодок с туристами приплывают к рифам и стоят на якоре, пока их пассажиры под водой наслаждаются необыкновенной флорой и фауной здешнего подводного мира. К прекрасному приобщилась и я. Сначала я поплыла туда на лодке, но, увидев единожды это захватывающее зрелище, уже не могла остановиться. Тем более, что до рифов от берега было всего метров 100, не более. Каждое утро после завтрака я брала с собой экшн-камеру, ласты, шла по воде, прямо перед рифами одевала их на ноги и плыла, выставив камеру вперед, погрузившись с головой в воду. Учитывая, что от поверхности воды до рифов всего 50 сантиметров, а вода невероятно прозрачная, каждый раз при очередном погружении перед глазами разворачивалось яркое, захватывающее шоу с какими-то то ли водорослями, то ли животными, которые то раскрываются, то закрываются, с рыбками невероятных расцветок, с причудливыми кораллами. Смотреть на это можно было бесконечно. Ощущение просто супер, wonderful. Мне на одну ногу, другой нет.
На 5-й день я с сожалением покидал этот сказочный остров. За это время дождь был всего 1 раз, но лил он с вечера до утра. Остальное время ласково светило солнце, пахло морем и песком, а из джунглей доносились таинственные звуки природы.